Сегодняшний день посвящен исключительно обратной дороге. За сегодня я собираюсь еще покружиться в окрестностях Кируны, потом заехать на станцию Моръярвь, это Хапаранская железная дорога, посетить вокзал Хапаранды, который интересен тем, что там есть пути как европейского, так и финско-советского стандарта. Ну и дальше как пойдет. А это местная кухня. Народу здесь бывает, как правило, немного, разве что по вечерам шведы смотрят телевизор. Я сейчас сварю кофе. Как не жарко бы сейчас было, а сейчас плюс 26 градусов. Но ночью, я думаю, будет прохладно. Так что это мне пригодится. Ну, несмотря на подвальные помещения, интерьерчик веселый. Все-таки северные шведы умеют себе украшать жизнь в милых мелочах. Но по телевизору у них крутят всякую фигню. Так же, как и у нас, впрочем. Вот дом, в котором я жил, весьма уютный. Ну а теперь каких-то 1300 километров, и я дома. Сейчас мы проедем по городу, по всему, мимо разрушенного в 2013 году вокзала. И если нас не выгонят, заедем на территорию шахты. Ну, по крайней мере, подъедем к ней. Ой. Ух ты! Шикарные какие машины здесь, я бы сказал. Впереди показалась за домами наполовину срытая гора Кирунавара. Типа Перепелиная гора или что-то в этом духе. В честь этого и город так назван. Даже на его гербе нарисована белая птица. Справа находится железнодорожный парк. Когда-то он находился перед шикарным кирпичным зданием вокзала, который разрушили. Ну, я не знаю, когда его разрушили, но закрыли его в 2013 году. Вот как раз такая проплешина на его месте. В сторону шахты. Там видно такая движуха. Один рудовоз уже наполненный. Город однозначно появился здесь только благодаря залежам, огромным залежам железной руды. Их впервые обнаружили еще в 16 веке, но на промышленной, так сказать, основе это было поставлено только в 1890 году. Особенность здешней руды то, что в руде содержится 60-70%
железо, в отличие от 20-30 в обычных рудах. О, ко мне приехала безопасность, по-моему. Сломались? Не! Помощь нужна? Может? Не, вы русские, что ли? Да. Сами откуда? Из Питера. Хороший город, красивый очень. Ну, у вас тут тоже ничего. Ну да, мы с Эстонии. Соседи. Ну, я сам в России родился. Ну, соседи, да. Понятно. Ну ладно, удачи вам. Вам тоже. Ну, пара наших соотечественников предложила помощь. Думала, что я сломался. Даже здесь говорят по-русски. Очень приятно. Но суть в том, что запасы руды здесь настолько огромные, что уже больше 100 лет добывают эту руду, и запасы их, в общем-то, запасы ее не уменьшаются пока. Единственное, что шахты расширяются в стороны, уходят вглубь, и в частности вот эта шахта Киронавара уже вплотную подошла к городу. И уже в 2003 году в городе стали образовываться трещины, и стало ясно, что город начал проваливаться. Шахта, ну все шахты бассейна добывают 100 тысяч тонн руды ежедневно. Раз уж речь зашла о городе, тогда добавим то, что он на 145 километров севернее полярного круга. 15 числа, то есть послезавтра, 15 июля, здесь заканчивается полярный день, то есть пора отсюда сваливать. Всего здесь 23 тысячи жителей, и большинство из них работают на шахтах. Закрой шахты, и город опустеет. А вот и знаменитый электровоз Йоре. Это самый мощный на настоящее время двухсекционный электровоз в мире. Сделан в Бомбардье специально для Мальмсбана, рудной дороги. Ну и еще отсюда можно посмотреть шикарную панораму на Кируну. Именно отсюда на нее наступает шахта под землей. Ну вот здесь где-то слева от нас будет построена новая Кируна. Вообще проект рассчитан чуть ли до 2035 года. То есть надолго. Единственный вопрос в том, что не случится ли через несколько лет та же ситуация, и новой Кируне придется переезжать еще дальше. Движение, второй съезд. Ну, в любом случае. Продолжайте движение 100 километров. В любом случае, покидая этот город, по-своему симпатичный, пожелаем его жителям удачи. Ну, а мне предстоит долгие часы скучной дороги через тундру. Может быть, разве что олени выскочат на дорогу. Ну вот мы подъехали к повороту на, не знаю, у шведов сложное произношение. Будем называть это Галиверы. Галивары. Еще одна шахта. В принципе, до туда 11 километров. В принципе, попробуем заехать. Посмотрим, что там еще такое. Вы ушли с маршрута. Да. Навигатор, как всегда, недоволен.
Ну вот точнее город называется Елливары. С виду он такой более современный, чем Кируна. Но говорят, здесь все равно все проваливается. Еревары — это станция между Кируной и Лулю. Это тоже часть Мальмсбана, родной дороги. Но, как видно, в отличие от самой Кируны, они сохранили очень красивый вокзальчик, еще деревянный. Здесь еще есть одна интересная особенность. Чуть-чуть вот туда, западнее, налево отходит железная дорога, которая идет по центральной Швеции. Вот эта дорога по центральной Швеции, по горам она очень красивая, но тем не менее она в общей сложности заброшена. Часть дороги уже закрыта, а часть работает. Ну, пока идут разговоры, что там запустят туристические поезда. Ну, будем надеяться, короче говоря. Вот там за поворотом, огибая вот это озеро, и начинается та шведская дорога. Вот эти желтенькие дизельные пассажирские поезда, они как раз ходят по той железной дороге, о которой я упоминал. Здесь, кроме вокзала, кстати, много осталось от старой станции, в том числе вот этот склад. Вот тут сохранилось здание грузовой конторы. Собственно, контора Green Card до сих пор здесь и расположена. А вот напротив такого старинного вокзала вот такая мега современная гостиница. Но очень неплохо, что мы заглянули на этот очень красивый вокзальчик в старом стиле. К сожалению, поездов не было. Ну или, скорее всего, видимо, один из них только что пришел и поехал дальше. Вот, кстати, хотелось еще показать, сколько здесь железа. Вот обычные камни, которые высыпают вдоль дороги, и то они имеют ржавый оттенок. То есть железа здесь чуть больше, чем много. Ну, а нам ехать 150 километров до следующего поворота. Очередной. Мы готовимся пересекать полярный круг. До него всего 600 метров. Полярный круг можно по-разному. Можно здесь посидеть в ресторане, можно просто чуть побахнуть на столике на улице. Мы же пересекли полярный круг просто и без изысков. А если его пересекать с изысками, то можно здесь и остаться на некоторое время. Мы все-таки заскочили на станцию Марьяр. Станцией теперь ее назвать очень сложно, хотя здесь, ну так сказать, 2,5 пути. Один из них электрифицированный.
Я еще, когда я здесь был 2 года назад, я не знал, что здесь было вот здесь еще. Еще 3 пути, и было 2 платформы. И здесь ходили поезда с Лулю до Хапаранды. Но сразу за этой станцией новый путь уходит направо, а старый путь полностью обрезан, без стрелки, без ничего. 80 километров просто обрезаны и брошены, с отличными, очень красивыми мостами. Вот сейчас на мосты-то мы и поглядим. Как-то незаметно, потихонечку уже вечереет. По московскому времени уже 6:30. Ну, по шведскому 5:30. Ну, до московского времени здесь всего-то 40 минут езды. Ну и до мостов, в принципе, здесь не так далеко. Ну вот. Первый мост — это новая дорога на Хапаранду, построенная по всем, так сказать, стандартам нынешнего времени. А вот эта дорога старая на Хапаранду, вся заросшая слева. Она построена была где-то, ну, в общем, 1910 где-то год. Мост такой, вернее, не мост, а опоры широкие, как я потом выяснил, что здесь просто был совмещенный автомобильно-железнодорожный мост. Потом автомобильный мост перенесли чуть-чуть южнее, вот как раз с дороги съезжали. А этот так и остался. Ну, служил до 2012 года. Пока не оказался неудел. Мост все так же стоит. Не знаю, сколько он простоит. Вот это река Каликс. В общем, идти дальше смысла особого нет. Это можно посмотреть в другом видео. Судя по всему, за 2 года изменений практически никаких нет. Ну, а так, похоже, железную дорогу просто бросили. Мосты тоже бросили. Хотя они в отличном состоянии. Если поискать в интернете, есть потрясающее видео, как паровоз, ну это уже был 10-й год или что-то такое, тогда на фоне строительства новой Хапарандской железной дороги был всплеск интереса ко всему этому, к этому направлению. И часто ходили поезда с паровозами. И вот есть отличное видео, где вот как раз с автомоста снято, где паровоз со старыми вагонами несется по этому мосту. Ну, сейчас дойдем до конца. Посмотрим, как, так сказать, джунгли поглощают. Ну, не джунгли, конечно, тайга здесь, скорее всего, поглощает все, что брошено человеком. И все это произошло с 2012 года, это получается 6 лет. Но все-таки я не выдержал, дошел до конца.
до другого берега. Ну и видно, что здесь дорога тоже заросла, не так, чтобы очень. Покидаем этот мост и направляемся в город Хапаранду, где посмотрим, что там творится на вокзале. Не запустили ли пассажирское движение, как обещали. Ну или, по крайней мере, как все надеялись. До Хапаранды-то оказалось прилично еще. 95 километров. 1,5 часа. Получается, в Хапаранде мы будем в 7:30 вечера. Это по-шведски. Ладно. Не прошло и 2 часов. И мы уже катимся по улочкам Хапаранды, чтобы найти местный вокзал. О. Кстати, местная тюрьма, Через похоже. 300 метров поверните налево, затем поверните направо. Шведская тюрьма, наверное. Говорят, в шведских тюрьмах очень хорошее содержание. Но проверять это я бы не хотел. Поверните налево, затем поверните направо. И чё это? Поверните направо. Вокзал станции Хапаранда. Построен, по-моему, в 1915 году. Но особое значение приобрел в 19 году, когда был построен мост через реку Торнио. Здесь Финляндия буквально менее чем в километре за рекой Торнио. Через нее был построен мост, по которому ходили поезда широкой русской и как бы нормальной шведской колеи. Таким образом, люди выходили, прибывшие из Европы, из Стокгольма, с той стороны вокзала, проходили здесь таможенные формальности, а с этой стороны уже русская колея. И они отправлялись дальше в Хельсинки. Вот это пути российско-финской колеи. Они идут туда дальше. Там они имеют общие платформы со шведской. Здесь не меняют тележки, здесь просто перегружают грузы из вагона в вагон. А вот это шведская колея. И 3 пути из них электрифицированы. Ну, что-то тут тишина. Вокзал используется то под отель, то под клуб, то под черти знает что. Все равно вокзал красивый. Кстати, что-то похожее было в Кируне. Вот как раз мы идем по платформе, на которую прибывали поезда из Стокгольма. Ну, впрочем, и в Финляндию поезда ходили до 1988 года. Потом это признали нецелесообразным.
Ну вот дальше видно, что колеи сходятся, пересекаются и идут вместе, переплетаясь одна в другую. И где-то через 500 метров там мост. Сюда ходит ежедневно поезд, привозит кое-что в Икею. И кроме Икеи еще с Финляндии идет металлопрокат. Вот это я точно видел. Хотя, конечно, это бывает очень нечасто. Как 2 года назад говорили местные жители, ну, поезд может 2 в неделю, не больше. Короче говоря, похоже, поездов, ну, по крайней мере, регулярных отсюда пассажирских нет. Осталось только грузовое движение. Так что мы, пересекаем 2 линии широкой русско-финской колеей. Цепь. Идем к машине, чтобы выезжать в Финляндию. Поверните направо. Центральная площадь. Вот, собственно, центральная площадь. Все. Через 80 метров поверните налево. Мы едем в Финский Торнио. Вот это канава, так сказать, овраг. Это финско-шведская граница. Все, мы выехали из-под юрисдикции короля Швеции. Сейчас будем рассчитывать, сколько нам надо бензина, чтобы спокойно добраться до дома. Вы ушли с маршрута. Крутой поворот налево. Вы ушли с маршрута. Не знаю, после долгих расчетов у меня получается около 20 литров нам еще понадобится. Ну, 20 литров это чуть больше, где-то 150 километров. Не хотелось бы, конечно, встать где-нибудь по дороге, но лить больше некуда. Ладно. Поедем, по дороге разберемся. Таким образом, сейчас 9 часов вечера по московскому или по финскому времени. Вы ушли с маршрута. До России мне около 700 километров. Ориентировочно прибытие, время на границу 6-7 часов утра. Надо где-нибудь остановиться, попить в честь этого кофе. Вы ушли с маршрута.
Да вернулся я, вернулся. Поверните Успокойся. направо. Ну, где-то в 50 километрах севернее от Оулу. Я все не оставляю надежды попить кофе где-нибудь в уютном месте. Ну, место для вечернего кофе оказалось вовсе и неплохим. Сейчас почти 11 часов вечера, уже довольно-таки темно. Я бы еще повалялся на том пригорочке, но ехать все равно надо. Вот здесь огромная стоянка. На огромное количество машин, совершенно пустая. Я вот примостился в самом уголке. Поедем дальше. Впереди сплошная облачность. Если не дождь, так, по крайней мере, темень она мне обеспечит однозначно. В Финляндии, в России наступила полночь. Через 60 километров я сворачиваю с более-менее оживленной трассы на местную дорогу. Как раз на это время и придется самое темное время суток, судя по всему. Сейчас мы покинем уютную трассу Оулу-Юэскюля. Проблема движения в том другом направлении, в каком мы едем, что основные дороги радиусами расходятся от Хельсинки. То есть, грубо говоря, направлены с юга на север. А так как мы едем с юго-востока на северо-запад, нам приходится пользоваться дорогами, Через 350 метров поверните налево. так скажем, местного значения. Они гораздо уже, извилистее. Поверните налево. В общем, короче говоря, Продолжайте движение 100 километров. 100 километров мы поедем по региональным дорогам. Единственный плюс, что здесь, наверное, будет меньше транспорта встречного. А вот мы и подъехали к участку дороги, оборудованной под взлетную полосу. На 3 километра. О, антенна. Вы ушли с маршрута. Вот и все. Продолжайте движение 37 километров. Антенна и все. И больше ничего. Никакого специального пункта. Никакого здания. Ничего.
просто антенна. Мы лучше разомнемся вот в этом кармане. Вы ушли с маршрута. Вот. Вообще потрясающая тишина. Все птицы спят. Если бы не обилие комаров, то можно было бы здесь немножко походить еще. Ветра нет, тишина. Ну все, едем дальше. Только надо выгнать наглых комаров. Установлено соединение со спутниками. Поверните направо. Продолжайте движение 36 километров. Мы сейчас заново выезжаем на нормальное шоссе, по которому проедем 62 километра, после чего снова свернем на региональные дороги, но на региональной дороге Через 400 метров поверните направо на развязку. уже Восточной Финляндии, а это еще более жуткие региональные дороги. Хорошо, хоть уже будет светло. Основные магистрали даже освещены. Приятно здесь ездить, наверное. Не только в белые ночи. Три часа. Уже совсем рассвело. С полей потянулись туманы. Надеюсь, это не будет проблемой. Так как ничего более подходящего для раннего завтрака не нашлось, я решил воспользоваться автобусной остановкой. Не думаю, что в 4 часа кто-то куда-то поедет. До границы осталось 250 километров. Но я думаю, за 3 часа мы доедем. Перед самой границей нас ждет километров 80 не очень хороших местных дорог. Поверните налево. Продолжайте движение 9 километров 300 метров. Ну, вот дороги не ахти. Ну, позволяют срезать приличный угол. Я вот категорически не понимаю, я уже второй раз еду этим маршрутом, почему-то из России я еду по грунтовой дороге, а обратно по асфальту. Как так получается, я вообще представить себе не могу. Вроде дорога здесь одна. Но тем не менее, второй раз.
О. Я прошел границу и уже дома. О. Некоторые в Финляндию идут на яхте на Сайму. Бледные финны к нам идут. Это финны к нам в гости. Ну, как и следовало ожидать, из города большой трафик. Это в сторону Выборга. А что будет в сторону Мурманска, пока еще неизвестно. Все, я подъехал к съезду с окружной дороги на Мурманское шоссе или трассу Кола. К сожалению, пробка уже успела сформироваться. Впрочем, другого я и не ожидал. Придется какое-то время постоять. Наконец-то мы въезжаем на Ладожский мост через него. Это значит, через 10 минут я буду у себя в Шлиссельбурге. За вчера и сегодня мы проехали почти 1300 километров. Спасибо всем, кто был со мной до конца.